Здравствуйте, близнецы! Сегодняшний второй прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на первую половину месяца апреля. Давайте посмотрим, что же близнецов ожидает с 1 по 15 апреля. Какие вам карты сегодня выпадут и что же интересного произойдет непосредственно у вас с 1 по 15 число этого месяца, который наступит. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк, сообщение под этим видео. Буду очень и очень рада такой обратной связи с вашей стороны. Итак, первая карта у вас пятерка пентаклей. Ну, знаете, здесь такая карта, она показывает нам человека, который сидит возле кабинета врача. Сразу первая мысль, может быть, кто-то из вас болеет или какие-то есть проблемы, там, не знаю, со здоровьем, требующие дополнительных расходов, потому что пятерка пентаклей — карта денег, материальная карта, показывающая, что есть какие-то незапланированные траты, незапланированные расходы, которые могут, ну, как-то негативно, собственно, да, на вас отразиться, на вашем настроении, на вашем в целом состоянии уверенности в завтрашнем дне, потому что, ну, вот это ощущение дефицита, и оно может быть вполне оправдано, то есть некоторые из вас, возможно, испытывают какие-то материальные трудности в начале месяца, некоторые, может быть, чувствуют себя немножечко как будто бы чужими, да, чужаками такими, сталкиваясь с финансовыми или с материальными трудностями, чувствуете себя как будто бы оставшимися за закрытой дверью, как будто бы мною не интересуются, или я не достоин там чего-то внимания или какого-то общества, или там, не знаю, чего, что-то в таком духе. То есть потому что вы можете испытывать чувство, что вот, ну, или про меня не вспоминают, или мне не звонят, или ну, вот что-то такое. Здесь в виде такого старичка карта изображена. В других колодах обычно там пара людей, которые бредут по улице, там снег, град, не знаю, какая-то непогода, а рядом в доме светится свет, и там видно, что там тепло, уютно, да, но они не в этом доме, они снаружи, на улице, где холодно. То есть вот это ощущение какой-то, не знаю, нестабильности, холода, которая может у вас почему-то присутствовать, может быть из-за финансов, может быть из-за каких-то вот таких ситуаций, где вы чувствуете себя отвергнутыми, чувствуете себя какими-то изгоями, может быть, как будто вам что-то приходится выпрашивать или чего-то добиваться через нужду, через просьбу. Так, карта девятка жезлов. Дальше следующее у вас. Желание защищать себя, желание защищать своих близких, возможно. Карта девятка жезлов еще называется карта раненого воина. Возможно, некоторые из вас чувствуют себя уставшими, подавленными, может быть, такими, знаете, как выгоревшими на работе. Вы можете думать о том, хватит ли мне сил, чтобы справиться там с той или иной задачей, да, преодолеть какие-то трудности, сложности. Может быть, вы что-то пытались как будто бы сохранить или предотвратить какую-то потерю, но, может быть, это не дается вам легко, и это вызывает большие сложности, большие трудности для вас, поэтому и так тяжело ему здесь эту дверь на себе тащить, соответственно. Но вы как будто бы все равно стараетесь, да, не покладая рук, это сделать. Карта колеса фортуны, потрясающая карта. Карта в целом хорошая, да, это же карта успеха, это карта удачи, и она показывает, что будут в вашей жизни здесь происходить какие-то вещи, какие-то события, на которые вы не сможете повлиять. То есть колесо фортуны, оно уже крутится, да, в вашу пользу или не в вашу, это вопрос уже второй, но в любом случае здесь какой-то будет внезапный сдвиг или изменение, чтобы вот что-то в вашей жизни поменялось кардинально, но я думаю, что в лучшую для вас сторону, то, что вам будет больше подходить, то есть это какая-то удача или везение для многих из вас. То есть колесо фортуны, оно чаще все-таки работает на вас. И даже если в данный момент может происходить какой-то сдвиг или изменение, которое вы воспринимаете как не так должно быть, мне это не подходит, это же совсем не то, что я планировал или планировала, но в целом вы просто не видите всю картину целиком, но это то, что происходит, оно хоть
и происходит не так, как вам нужно, но оно происходит во благо для вас. То есть как будто бы какие-то позитивные будут перемены потом с этим связаны, соответственно. Ну, поэтому давайте не будем расстраиваться из этих первых карт. Дальше тем более еще карта Солнца идет. Карта Солнца, она всегда позитивная, и она, даже если есть плохие карты в раскладе, она всегда их смягчает, освещает, улучшает, собственно, сам расклад. То есть, ну, обогревает так расклад. Это солнышко, которое здесь появляется. Солнце, карта замечательная, одна из лучших карт вообще в картах Таро. Карта света, любви, карта смеха, теплоты, вот такого пребывания в месте, где царит просветление, где царит ясность, счастье какое-то. Возможно, некоторые из вас пережили какое-то чувство тяжести или усталости, или каких-то лишений, но вот-вот должно что-то произойти такое позитивное, как позитивный сдвиг, когда вносит в жизнь свои коррективы, и что-то вот проясняется в вашей жизни, становится более позитивным, более солнечным, ну как бы, да, значительно улучшается ситуация в вашей жизни. Давайте посмотрим дальше. Карта Повешенной. Ну, кстати, карта Повешенной рядом с картой Солнца, она показывает возможность увидеть все в другой перспективе. То есть ясно увидеть какие-то вещи, когда вы посмотрите на них под другим углом. Да, то есть успех близок, впереди что-то прекрасное вас ждет, но при этом вам нужно будет увидеть что-то под другим углом. Да? И опять-таки, может быть, вы находитесь как в режиме ожидания по 7 Пентаклей. То есть во что-то вы вложили много усилий, хотели достичь хорошего результата, много вкладывались, много работали. Может быть, не имеете сейчас того финансового подтверждения ваших усилий, но вы ждете каких-то выплат, может быть, да, или каких-то там премий для вас. То есть вот, собственно, это то, что может здесь быть сейчас. И можете чувствовать небольшое состояние такого тупика для вас по карте Повешенной. Но при этом вы можете вот в этом состоянии сделать какие-то свои выводы, вынести определенные уроки. И да, для этого потребуется определенное самообладание, самоконтроль, самодисциплина, может быть, даже в какой-то степени жертва, потому что повешенная — это всегда жертва, и создается ощущение, что ваши усилия, они обязательно окупятся, но через вот этот вот через вот это состояние, через которое вам сейчас приходится проходить, через какой-то, может быть, дефицит, через который вам приходится проходить с 5 Пентаклей, 8 мечей, много страхов, много накручиваний себя, может быть, и тут же 2 Пентаклей здесь у вас есть. По 8 мечей много действительно переживаний о том, справлюсь ли я в этом хаосе, в этой суете, справлюсь ли я с финансовыми трудностями, когда вам приходится распределять, жонглировать эти деньги, да. 8 мечей, она показывает, что вы прям очень много об этом думаете, причем вот накручиваете себя, или вам кто-то еще что-то негативное добавляет, говорит. Но также, здесь как будто бы вы не можете значительно что-то повлиять, изменить эту ситуацию. Все, что можно было сделать, вы уже сделали. И вам не нужно сосредотачиваться на каких-то недостатках. Вам нужно постараться здесь как-то успокоиться, эту ситуацию немножечко отпустить. Да, и, может быть, вот в состоянии повешенного, то есть такого успокоения войти, чтобы справиться с этой ситуацией, и она сама собой вот со временем как будто завершится. Дело даже не в том, чтобы перестать смотреть на вот какую-то здесь финансовую, может быть, проблему, да, вот так вот категорично, может быть, чересчур депрессивно, да, или на какие-то проблемы, или воспринимать себя как человека, у которого есть какие-то прям сложности, большие проблемы. Здесь вам нужно просто сохранять спокойствие в это время, потому что что-то улучшится. Колесо фортуны и солнце здесь об этом явно говорит, и, во всяком случае, здесь даже нет сомнений, что здесь будут позитивные изменения, позитивные перемены для вас. Просто вам нужно уметь дожидаться этого результата, соответственно, и, может быть, не унывать в этот период времени, не накручивать себя. Карта Башня. Час от часу не легче. Да? Еще карта Башня здесь. Карта Башня, карта Шут.
опять-таки шут, новое начало. Башня и шут. Шут — новое начало после разрушения чего-то. То есть карта башня, она показывает, что здесь действительно у вас будет какая-то принудительная перезагрузка, когда что-то кардинально меняется, разрушается. Но это происходит в лучшую сторону для вас. И что-то обнуляется. Карта шут — 0. Нулевой аркан, да, начинается совершенно новая глава, совершенно новое путешествие для вас, совершенно новый период жизни, возможно, для кого-то из вас. И здесь вот действительно, как Вселенная вмешивается, чтобы создать эту неожиданную ситуацию, которая приведет к разрушению чего-то и началу чего-то нового, да, и это во благо, это что-то для вас хорошее, что-то лучшее. Может быть, вы во что-то много усилий вкладывали, может быть, пытались защитить что-то от разрушения, прям вот очень много прикладывали усилий. Но вот это что-то, оно здесь разрушается, может быть, и вы поймете, что это вам было не нужно, или что у вас совсем другие планы, или что не стоило оно того, вот какой-то такой, может быть, здесь момент, и вы прям раз переключаетесь на что-то кардинально другое, новое, понимаете, что вот вы увидите все под другим углом здесь, из-за этой неожиданной ситуации, которая все изменит и прояснит, и заставит открыть совершенно новый для вас путь. И вы не будете чувствовать это состояние стресса и какого-то давления, беспокойства от того, чем вы занимались ранее, потому что вот в этом состоянии вы будете чувствовать себя намного более расслабленными, легкими, по-детски открытыми, потому что вот это новое начало, оно даст вам такой глоток свежего воздуха и возможность здесь легко идти по вашему пути с этой легкой котомкой за плечами, да, то есть не переживая о каких-то ошибках возможных, которые здесь могли бы у вас происходить. И это достаточно неожиданно у вас может произойти, потому что это карта башня здесь, тем более еще и с такими вот картами Солнце, колесо фортуны, то есть колесо фортуны раз крутанулось и что-то кардинально быстро изменилось для вас, тем более, что здесь по сути у вас выбора-то и нет. И вам нужно просто будет следовать за вот этими изменяющимися событиями и не бояться шагнуть в пустоту, не бояться шагнуть в неизвестность по этой карте шута. То есть быть более легкими, более открытыми к каким-то новым возможностям. Давайте посмотрим дальше, какая следующая у вас карта. Карта Верховной Жрицы, которая совсем не про глупость и молодость и безрассудство. Она как раз про мудрость, она как раз про возможность принимать взвешенные, разумные, продуманные решения здесь с этой Верховной Жрицей. Но опять-таки, также здесь Верховная Жрица — это и умение прислушиваться к своей интуиции. Также это способность здесь прислушиваться к своему внутреннему я, своему чутью. Это возможность здесь те изменения, которые происходят у вас, не сопротивляться им, но и с Верховной Жрицей правосудия, даже не знаю, здесь вас как будто бы направляют на лучший, на новый путь. Этот путь будет более такой равноправный, может быть, по правосудию, более справедливый, где вы будете доверять своей интуиции опять-таки. Может быть, вы не все знаете здесь, поэтому Верховная Жрица что-то от вас скрыто или что-то в документах каких-то не все знаете, но нужно быть внимательнее, если что-то подписываете. Вот здесь вот по правосудию, или что-то может кардинально поменяться там в бумагах, в документах, о чем вы не знаете, или что-то в тайне от вас здесь может происходить тоже, и что-то происходящее здесь с бумагами сильно на вас повлияет, соответственно, тоже как внезапная ситуация, внезапное разрушение, оно заставит вас посмотреть на вещи по-другому и начать действовать совершенно по-другому. Правосудие. Может быть, вы в тайне что-то подписываете, тоже какие-то бумаги, или решаете какие-то спорные вопросы, договариваясь, решая что-то в обход других людей. Карта правосудия, 6 мечей, карта 3 жезлов. Но опять-таки 3 жезлов — идти к своей цели, не сдаваться. Желание идти к тому, что вы себе наметили, какой путь вы себе поставили, к чему вы движетесь, соответственно. И по 6 мечей вы делаете для этого все возможное, используете все шансы, которые вам подворачиваются, и готовы действовать, когда эти шансы вам даются. Здесь вы рассматриваете эти варианты, рассматриваете эти предложения, и по 3 жезлов готовы, если что,
вступать в какие-то договоренности с другими людьми, может быть, совместно с другими что-то делать, достигать, добиваться чего-то совместно с другими людьми по этой тройке жезлов. То есть такая какая-то целенаправленная ваша совместная работа в достижении результата. Ну и шестерка мечей — трансформация, изменения, период трансформации, в котором вы здесь и сейчас находитесь. То есть вам нужно здесь не бояться действовать, а когда вы получите определенный какой-то шанс или возможность после кардинального разрушения или какого-то внезапного для вас сообщения или какой-то информации, связанной с бумагами, внезапной, да, то есть что-то такое здесь произойдет, и оно будет таким катализатором к лучшим переменам для вас. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака Зодиак, для Близнецов мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя, берегите своих близких и до скорого!